Теперь беру крючок 3 миллиметра. Вывязываю одну воздушную. И за столбики тунисские вяжу обычные столбики без накида. Так, вот у нас получается 1, 2. Вы считайте, чтобы не пропустить. 3. 4. 5. Дальше. Доходите до угла, я постоянно это говорю. И вот сюда в угол провязываете 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Чтобы у вас пошло скругление аккуратное. Здесь в угол тоже 1, 2, 3. Так, провязала я в угол 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь должна делать здесь обвязку. Если я буду заходить сюда, у меня будет отверстие. Поэтому я захожу вот сюда в петлю. И еще за одну. Видите, отверстия нету. Так, вот сюда вверх и вот сюда. Это в изнаночный ряд мы попадаем. Вот так обвязываю я. Но вы там решайте. Так, обвязала я весь коврик по периметру столбиками без накида, крючком. Так, теперь я вам покажу, значит, как начало у меня было. Вот захожу под петлю столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Одну петлю пропускаю, в следующую вяжу полустолбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вы можете набрать любое количество, какое вам нравится. Дальше. Вот здесь мы были, в этой петле. Соединяю в следующую соединительной петлей. То есть я в следующую сразу зашла в петлю. И
на бумажке себе рисую крестик. Вот, эта петля, что я зашла в нее. Затем захожу в следующую петлю. Тоже соединительная петля и воздушная. Поворачиваюсь. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас косичка. И вот сверху. Значит, за дальнюю полупетлю вывязываю 1, 2, 3, так, 3, 4, 5, и вот полупетля 6. Одна воздушная. Поворачиваюсь. И вот сразу первая полупетля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот здесь мы были, вот здесь соединялись. Теперь я одну петлю пропускаю, захожу под следующую. И вот эту петлю вот так отмечаю. И захожу еще под следующую. Одну воздушную. Так, поворачиваемся. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда должна попасть. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять одна воздушная. Поворачиваюсь. Сразу в первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, вот она 6. Так, вот здесь мы соединялись. И опять одну петлю пропускаю. Следующую соединяю. Так. Ставлю минус.
То есть одну петлю пропустила. В следующую захожу. Соединение. Петля подъема. И опять вяжем. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 1. 2. 3. Так, там будет 3. 4. 5. 6. Одна воздушная, разворачиваемся. Так, накид в первую петлю сразу. 1, 2, 3, 4, 5. 6. И теперь попадаем рядом в петлю, не пропускаем. Вот здесь было соединение рядом. Сюда. Отмечаю себе. Теперь захожу в следующую. И одну воздушку. И вяжу в обратном направлении. Вот. И тогда получается, что через ряд у меня идет. Вот. Потом я петлю пропускаю. Опять пропускаю. Потом в петлю рядом. И вот так обвязываю. Вот. Получается резинка из полустолбиков с накидом. А вот я делала скругление в углу. Значит, сейчас я это распущу. Это я вам показывала, как я начинала. Так, начинала я где? Вот начало у меня. Вот. И так вязала. Круговую. Вот. Сейчас я это распущу. И дойду до угла и покажу, как я скругляю угол. Вот дошла я до угла. Вот у меня угловая петля здесь. И в эту петлю, как я всегда говорила, вяжу 3 столбика. Один, два, три. Вот у меня первое соединение. Так, соединила воздушку, сделала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять в эту же петлю соединяю, вывязываю воздушную
И поворачиваюсь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она. Вот, и в эту петлю, вот вы второе соединение делаете. И еще раз соединяете. И уходите рядом в петлю, в боковую. Пропускать не надо после закругления. Вот, сюда вы 3 провяжете в эту петлю. А следующее соединение прям сразу. А потом через 2. По поводу того, сколько в одну петлю в угол вязать рядов. Но тут зависит от длины вашего ряда. Если они у вас длинные, то возможно, что придется не 3 вязать рядом в одну петлю, а может быть и 4, вот если у вас они длинные. Поэтому надо методом проверок, то есть провязать и посмотреть. Может быть даже и 5 или 6. Но опять же, смотрите, если у вас их будет много, у вас может вот эта часть фалдеть. Поэтому будьте внимательны, чтобы у вас вот эта часть была вот такая скругленная. Вот как у меня. Видите? Чтобы вот таких вееров не было. Ну, я говорю, это в зависимости от длины вашего ряда. Значит, если ряды длинные, то сюда у вас получится в угол больше провязать, чтобы скругление было. Теперь я вам покажу, куда я вожу крючок, когда обвязываю рачьим шагом. Вот смотрите, петля. Если в нее вводить, то она вытянется. Поэтому я ввожу крючок в петлю. И вот на обратной стороне петли вот под полупетлю. Вытягиваем, перекручиваем и провязываем. Следующую петлю, вот видите, косичка, вот сюда ввожу, в нее. Дальше опять вот петля, в нее захожу. И на обратной стороне в первую полупетлю. Вернее, она даже не первая, а вторая. А теперь сюда. Так, значит, довязываю я до угла. В угол у меня было 3 соединения. Вот, смотрите. Вот 1, 2, 3. А рядов провязала вот 1, потом 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Сейчас я довяжу до этих 5 рядов, то есть вот здесь у меня будет последний зеркальный рачий шаг, вот здесь. Вот 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5.
И покажу, как я делаю скругление. Так, вот это место. Это у меня перед скруглением последний рачий шаг. Так. После последнего рачьего шага перед скруглением я делаю воздушную петлю. Дальше опять в эту косичку воздушная петля. Так, опять воздушная петля. Воздушная петля. Воздушная петля. Так, вот здесь у меня последнее соединение. И после последнего соединения тоже воздушная петля. Дальше воздушные петли не вывязываю. Вот. И вот так будет угол раскладываться. Теперь по поводу того, как прятать хвосты. Вот если, допустим, в середине, что я делаю? Значит, я каждый цвет протягиваю в свой цвет. Вот как я делаю. Вы уже там решайте сами. Так, ну какое-то количество протяну, если длинная нитка. Дальше вот эту нитку можно разделить, да любую в принципе. Так. И половину в следующую петлю. Теперь растяните, чтобы оно не стягивалось. И можно завязать двойной узел. 2 раза так перекрутили. И еще 2 раза. Теперь берем ножницы и оставляем маленький хвостик. Отрезаем. Берем зажигалку. Так, вот тоже подрежем. Берем зажигалку. Вот так укладывайте, чтобы не захватить полотно.
Я пальцем прижимаю. Можно зажигалкой прижать. Но приклеивается. Вот и не видно. Все приклеилось. Значит, чтобы коврик не скользил, он же скользить будет. Есть, я уже неоднократно показывал, есть разных цветов. Кстати, исчезли они. Подставки в раковину для мытья посуды, чтобы не скользила посуда, не билась. Вот, я, значит, эти листики вырезаю. И на обратной стороне, ну, там вы поймете уже, как расположить, либо так, либо так. Мне кажется, надо, чтобы площадь была побольше, зацепила угол. Вот, начинаете с углов. Пришиваю мононитью. Придется повозиться, но зато, во-первых, он у вас разложится хорошо, не будет загибаться и не будет скользить. Так, еще по поводу того, как сделать узел. Значит, вот мононить. Берем какие-нибудь обрезки любые ниток. Вот. И находим хвост. И мононить, и эту нить завязываем. Так. Отрезаем. Для чего? Потому что узелок у мононити тонкий, он через листик проскочит. Вот. И так укладываем. И вот этот хвост подальше туда прячьте. И пришиваете. Ну и вот такой коврик у меня получился.